Трейлер предстоящего сиквела Ральфа вызвал у зрителей настоящий шквал эмоций. А все потому, что в одном из его кадров показали девочку, которая как две капли воды похожа на маленькую Моану. Появление данной героини в мультфильме тут же породило множество вопросов, домыслов и предположений относительно ее роли в картине, а также вызвал споры по поводу того, имеет ли она вообще хоть какое-нибудь отношение к настоящей Моане. Давайте разбираться. Итак, в комментариях под прошлым видео, посвященному трейлеру картины «Ральф против интернета», многие писали, что Дисней попросту использовал образ Моаны, так как не хотели тратиться на создание еще одной модели персонажа. Честно говоря, такое предположение звучит нелепо. Во-первых, бюджет второй части, по сравнению с предыдущей, вырос на $10 миллионов, а учитывая тот факт, что некоторые персонажи и локации были прорисованы еще со времен оригинальной истории, то экономить в данном случае было бы просто глупо. Кстати, чтобы еще больше убедить вас в том, что сотрудники Disney не привыкли мелочиться, приведем такой пример. Оказывается, во второй части Суперсемейки, премьера которой, к слову, состоится уже в июне, они планировали наконец-таки познакомить зрителей с таинственной женой Фриона. Ее образ был уже детально прорисован, когда создатели внезапно решили не облекать закадровый голос в материальную форму и оставили все как есть, не пожалев при этом затраченных усилий и денег. Напоследок стоит отметить, что члены команды Disney, работая над той или иной картиной, всегда выкладываются на 100%. Они собираются в экспедиции, едут в то место, о котором хотят снять мультфильм, досконально изучают его культуру и отличительные особенности. Так, например, ради создания своего рататуя, они целыми днями ходили по канализациям и разбирались в их строении, а также держали у себя крыс и следили за их поведением. Думаем, всего вышеперечисленного достаточно, чтобы утверждать, что девочка, которую мы видели в одном из кадров предстоящей части Ральфа, это не какая-нибудь незнакомая нам Маня, которой из-за нехватки бюджета создатели подарили внешность Моаны. Что бы тут ни случилось, свали все на поросенка. Давайте разберемся, что вообще известно про вторую часть Ральфа. На выставке D23 презентовали отрывок из будущей картины, в котором показали, что в новой части Ральфа появится также очень много диснеевских принцесс. Они появятся в сцене, когда Ванилопа вместе с Ральфом случайно наткнутся на сайт диснеевского фаната. Там они с ними и познакомятся. В некоторых источниках говорится, что в этом моменте будет сосредоточено много юмора. Принцессы будут говорить о своих матерях, о различиях между ними, а Эльза и вовсе появится в футболке с надписью «Просто отпустите». Отпусти и забудь, что прошло, уже не вернуть. Среди принцесс, которые появятся в мультфильме, будут Рапунцель, Покахонтас, Ариэль, Жасмин, Мерида, Эльза и многие другие. Скорее всего, масштабная интеграция титулованных красоток объясняется тем, что популярность ранних диснеевских принцесс угасает. Покахонтас и Жасмин, например, уже не так интересны зрителям, как, скажем, 20 лет назад. Поэтому создатели решили восстановить их былой престиж таким оригинальным способом. У многих сейчас появилась мысль, что если создатели вели принцесс в мультфильм в виде пасхалок, то и девочка, похожая на Моану, всего лишь обычная отсылка. Но поверьте, все не так очевидно. Я Моана из Мотунуи. Ты сядешь в мою лодку, пересечешь океан и вернешь сердце Тефити. Я Моана. Существует теория Pixar, в которой рассказывается, что все мультфильмы данной анимационной студии принадлежат одной вселенной и тесно с друг другом связаны. Но вот про Disney ничего подобного никогда не говорилось, а ведь вполне возможно, что судьбы диснеевских персонажей тоже переплетены между собой. Обратите внимание на данный список мультфильмов. Единственный из них, который соприкасается с Ральфом, это «Храброе сердце», так как среди принцесс, заявленных во второй части, есть и Мерида. Вообще, если вы не знакомы с теорией Pixar, то нужно отметить, что мультфильм «Храброе сердцем» занимает в ней одно из самых важных и основополагающих мест, ведь он переплетает практически все мультфильмы и связывает их. Поэтому можно предположить, что раз его главная героиня и по совместительству единственная принцесса Pixar появилась среди принцесс Диснея, то это вполне может означать, что вселенные данных анимационных корпораций тоже связаны. Тем более, если учесть, что Disney давным-давно выкупил Pixar, было бы совсем неудивительно, если бы он продолжил развивать его идеи и традиции. Ты
делал все это ради них, чтобы завоевать любовь. Да, вот только им все было мало. Интересно также, что в картине «Ральф против интернета» мы увидим две Моаны. Одна появится среди обитающих в интернете диснеевских принцесс, а вторая в роли похожей на нее реальной девочки, о которой шла речь выше. Но как такое может быть? Где же логика? Что касается виртуальной Моаны и остальных принцесс, то их участие в мультфильме можно объяснить следующим образом. События в картине «Ральф» происходят где-то в 2000-х годах. Это можно понять по ссылкам к играм этой эпохи, а также технике, аркадным автоматам и, главное, iMac'у 2000 года. Все существующие диснеевские принцессы, насколько мы можем знать, жили задолго до этого времени. Покахонтас, например, где-то в 1607 году, Мерида в 14-15 веке, а Жасмин и вовсе в 300-х годах. Поэтому это вполне оправдано, что диснеевские титулованные красотки наряду с Моаной появятся во второй части Ральфа именно в интернете. Ведь в реальности они уже давно умерли, а в сетевом пространстве они спокойно существуют, как существуют и посвященные им поклоннические сайты, пользователи которых любят и чтут память о легендарных принцессах. Кстати, обратите внимание, что среди современных персонажей Диснея нет ни одной принцессы. Это объясняется тем, что этот титул постепенно уходит на задний план. Ведь согласитесь, что для нашего поколения гораздо более привычно слышать слово «президент». Именно поэтому в Ральфе Ванеллопа отказалась от титула королевской особы и сказала, что ей ближе звание мэра города. Нам, наверное, больше подошла бы модель суверенной демократии. Президент Ванеллопа фон Кекс. А вот для чего в мультфильм ввели девочку, похожую на Моану, и какое отношение она имеет к данной картине, выясним дальше. Я знаю одну девчушку, всего добилась сама. Она любит волны и море, и острову предана. Наконец мы переходим к финальной части теории, в которой объясним, почему маленькая девочка с планшетом в руках именно Моана, а не обычный ребенок, похожий на нее. Связь Моаны с мультфильмом «Ральф» на самом деле оказалась куда более тесной, чем можно было бы подумать. Во-первых, нельзя оставить без внимания тот факт, что в конце мультфильма про Моану можно наблюдать аркадного здоровяка Ральфа, а учитывая то, что после титров создатели очень редко оставляют пасхалки, тем более такие явные, все это не просто так. Второй момент, доказывающий, что маленькая девчушка, увлеченная игрой Моана, это то, что среди актеров, озвучивающих персонажей в новой части Ральфа, фигурирует имя Аулио Каравалио. Именно голосом этой девушки разговаривала Моана в оригинальной картине. Конечно, многие могут сказать, что ее пригласили озвучивать именно интернет-версию Моаны, но если мы обратимся к Википедии, то увидим, что напротив актрис, озвучивающих принцесс, есть пометка «в производстве». Это значит, что их персонажи еще не появлялись в трейлере. Что касается Аулио, то напротив ее имени такой пометки нет, и это значит, что ее героиня уже появилась в трейлере. Если так, то возникает вопрос, кого же она тогда озвучивала? Да, как раз эту маленькую девочку. И если это была не Моана, а просто похожий на нее ребенок, тогда непонятно, для чего именно Аулио пригласили озвучивать данного персонажа. С этой задачей вполне мог справиться какой-нибудь ребенок, но нет, создатели выбрали именно ее. Также стоит отметить, что в мультфильме Моана большое внимание уделяют духам, которые сопровождают живых на протяжении их жизни. В данном случае интересна бабушка Моаны. Так, во время ее разговора с внучкой, она говорит, что после смерти будет приходить к ней в виде ската. Когда я умру, я обернусь одной из них. Или я выбрала не ту тату. Моана, в свою очередь, не до конца понимает смысл сказанного и воспринимает слова бабушки как чудачество. Почему ты всегда чудишь? Я деревенская сумасшедшая. Это моя работа. По ходу мультфильма предсказание сбывается, и бабушка действительно приходит к Моане в виде этого животного. Учитывая загадочную историю бабушки и секреты, которые она хранит, можно ошибочно подумать, что только ее душа способна к переселению. Но это далеко не так. По официальной информации, создатели сначала планировали добавить в мультфильм мужа Талы, который приходил бы к своей супруге в виде акулы. То есть и в этом случае душа умершего была бы облачена в новую
материальную оболочку, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что умершие способны к перевоплощению, и в принципе их новой жизненной формой может стать даже человеческое тело. Понимаете, к чему мы клоним? В мультфильме «Моана» теме реинкарнации и жизни после смерти было уделено гораздо больше времени, чем практически во всех мультфильмах Дисней. Итак, возвращаясь к маленькой девочке, которая подняла вокруг себя огромную шумиху, заявляем со всей уверенностью, что это не дочь Моаны, не ее внучка и тем более не ее мать. Это сама Моана. Она выглядит точно так же, как и раньше, живет в том же мире, просто в другое время. И она, как и ее бабушка, смогла перевоплотиться, только не в животное, а в человека. Ведь она избранная океаном, поэтому она имеет достаточно сил, чтобы после смерти ее дух жил и мог принять воплощение той же девочки, которую когда-то выбрал океан.